Посмотрите, каким тонким можно растянуть это тесто руками. А теперь представьте, хрустящая золотистая корочка, а внутри нежная творожно-сырная начинка. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте приготовим турецкий бурек дома. В миску всыпаю 350 граммов муки. Добавляю 1 чайную ложку соли. Немного перемешиваю. Затем вливаю 200 миллилитров холодной воды. Сначала замешиваю тесто лопаткой, а когда оно начинает собираться, продолжаю руками. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. В итоге должно получиться мягкое, эластичное тесто, не твердое и не слишком мягкое. Накрываем его и оставляем отдохнуть примерно на полчаса. Прошло время, теперь нам нужно разделить тесто на маленькие части. У меня получилось 6 частей. Далее из каждой части формируем вот такие аккуратные шарики. Выкладываем их на тарелку, накрываем пленкой и оставляем еще примерно на 15 минут, чтобы тесто стало мягче и с ним было легче работать. Если у вас есть время, можно оставить даже на полчаса. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. В миску отправляю 500 граммов творога и 200 граммов натертого сыра. Немного соли по вкусу и хорошо перемешиваю. Кстати, начинку можно сделать абсолютно любую. Мясную, со шпинатом, с картофелем. Выбирайте на свой вкус. А рецепты бурека с другими начинками есть у меня на канале. Теперь возвращаемся к тесту. Каждый шарик раскатываем в небольшую лепешку. Для смазывания у меня смесь растительного и сливочного масла. Всего 120 граммов, примерно 50 на 50. Раскатанные лепешки выкладываем на глубокую тарелку. Дно тарелки обязательно смазываем маслом. Каждую лепешку сверху обильно смазываем маслом. Также поступаем с остальным тестом. Складываем их друг на друга, хорошо смазывая каждую маслом. Оставляем еще примерно на 15 минут. Если есть и время, можно оставить и подольше. Тесто станет еще более податливым. Прошло время, и вот теперь начинается самое интересное. Берем по одной лепешке и начинаем растягивать тесто руками. Растягиваем от центра к краю, периодически смазываем его маслом. Так оно будет легче растягиваться. Растягиваем до тех пор, пока тесто не станет очень тонким, практически прозрачным, как на видео. Растянули тесто, теперь смазываем маслом. Далее выкладываем нашу начинку. Подворачиваем края, чтобы начинка не вытекла.
и сворачиваем вот в такой рулет. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Точно так же поступаем с остальным тестом и начинкой. Давайте покажу еще один раз. Когда все буреки готовы, смазываем их сверху желтком. Не жалеем, чтобы корочка получилась красивой и румяной. По желанию сверху еще можно посыпать кунжутом. У меня сегодня черный и белый кунжут. Отправляем разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 или 35 минут. Но прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Буреки должны хорошо подрумяниться. Ну вот и все. Наши буреки готовы. Посмотрите, какие румяные и хрустящие. Давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Вот этот хруст просто невозможно устоять, а внутри нежнейшая творожно-сырная начинка. Если вы любите творог и сыр, обязательно попробуйте этот вариант. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. Желаю вам здоровья, счастья, мира и всего самого доброго. До новых рецептов. Ассаляму алейкум.